что ж, друзья мои, у нас очередное прохладное утро, а это значит, что я снова буду топить камин. Да, камин я очень люблю. Потрескивание дров, вот это вот тепло, уют. Ну, более того, я даже вынуждена топить камин, потому что в связи с моей серьезной стройкой гостевой комнаты мне пришлось отключить от отопления половину своего дома. Поэтому камин все-таки еще и как обогревающий фактор в данном случае. Ну и вот для того, чтобы его начать топить, нужно сперва, конечно же, здесь его приготовить к топке. То есть я сегодня протираю стекла, чтобы все было прекрасно видно. Знаете, хотя при достаточном количестве жара, при достаточном количестве стекла чистятся сами чистятся, но топить я, видимо, сегодня буду не очень долго, поэтому вот я решила вымыть. Ну и пока мою стекла протираю, вспоминается такая история чудесная. Один мой бывший близкий друг так полюбил мой камин, что когда мы с ним расстались, просил завернуть его с собой. Ну, я человек не жадный, конечно, мне абсолютно ничего не жалко, и для друзей, даже для бывших близких друзей, разумеется, мне ничего не жалко, тем более камина. Но камин не поместился в багаж его до Питера, то есть его багажный билет не предполагал такого багажа, такого размера, поэтому камин благополучно остался стоять в моем доме, радовать меня и очередных моих близких друзей. Ну, собственно говоря, не только близких, вообще всех друзей. Да, всех друзей мой камин периодически радует. А теперь он еще и радует и вас, моих друзей ВКонтакте. Итак, камин готов, нам нужны дрова. И честно вам скажу, дровами у меня заготовкой дров занимается мой сын Александр, но сейчас он в школе, поэтому дровами мне придется заняться самой. Даже, возможно, их придется колоть. Ну, сейчас посмотрим. Да, друзья мои, да, дров у нас достаточно, и все, что нам нужно сделать, это донести их до камина. Вот. Даже не придется колоть, есть маленькие. Ну что ж, друзья мои, в моем доме потеплело, стало тепло, камин горит. На завтрак у меня сегодня чудесный омлет с черемшой, которую я давеча купила у бабушки на улице. Думаю, что немногие из вас знают, что такое черемша. Немногие. Это такой дикий чеснок, произрастающий в лесу, исключительно в лесу. Вот просто на грядках он совершенно не растет, абсолютно. Здесь на юге это растение так достаточно распространено, мы его используем, готовим. Да. Ну, если вы житель Санкт-Петербурга, причем коренной, то вряд ли вы об этом знаете вообще, что такое существует. Хотя, вот я сейчас подумала, что ведь коренные петербуржцы, настоящие петербуржцы по крови, ведь они большие любители, собиратели грибов. Да. А следовательно, посещают лес, и возможно в лесу встречались с таким растением. И надо признаться, один мой бывший близкий друг, абсолютно коренной петербуржец, да, именно он, да, именно из тех, кто подъезд называет парадный, ну и так далее по списку. Очень любил собирать грибы. Очень любил собирать грибы. Ну, что значит любил? Собственно говоря, любит и собирает до сих пор, только уже без меня, как вы понимаете. Ну, вот мне кажется, что вот этот друг вот непременно должен знать, что такое черемша. Хотя, как известно, черемша появляется в лесу весной, а грибы собирают по осени. Да, поэтому, возможно, мой близкий друг с черемшой в санкт-петербургских лесах разошлись во времени. Может быть. К сожалению, не представляется возможным спросить сейчас у моего бывшего близкого друга, знает ли он, что такое черемша, или не знает. Потому что он меня заблокировал ВКонтакте. Да, я не могу задать ему этот вопрос. Ну, неважно. Омлет, да, омлет с черемшой
Прекрасный завтрак, тепло в доме. Жизнь удалась. Жизнь удалась. Почти готов мой первый урок моего видеокурса. Всех приглашаю присоединяться на канале в YouTube. Да, будем говорить по-английски вместе. Ну, что еще? Что еще сказать в это прекрасное утро? У меня много планов на сегодняшний день. Часть из них посвящена работе с английским, часть из них посвящена работе с гостиной комнатой. Гостевой, не гостиной, гостевой комнатой. И часть дела посвящена работе с куклами. Да. Я ведь кукольный мастер, еще вдобавок ко всему. Вот у меня поступил заказ, и необходимо приступить к его выполнению. Ой, великолепный омлет. Великолепный омлет. Готовить его очень просто. Вы просто готовите обычный омлет и добавляете туда в виде топпинга черемшу. Ну а если вы проживаете где-нибудь на Дальнем Востоке, добавьте туда каких-нибудь устриц, мидий или креветок, что будет тоже очень неплохо. Вряд ли у вас там растет черемша, но вот креветки точно у вас плавают, поэтому можно добавить креветок, будет тоже великолепный завтрак. Всем доброго, хорошего утра и замечательного дня!